Привет, друзья! Вы на канале Такида про инструмент, и сегодня на обзоре аккумуляторная бесщеточная болгарка Makita DGA-511, обладающая всеми функциями, которые можно только вообразить в современных болгарках. И это не просто обзор, я предлагаю нам с вами провести тест данной угловой шлифмашины, оценить ее работоспособность, функциональность и выносливость. Почему нам с вами? Потому что с меня проверка работоспособности угловой шлифмашины, а с вас мнение в комментариях о том, в каких условиях она реально способна работать, на ваш взгляд. А для начала поговорим про функционал DGA-511. Болгарка рассчитана на 125 диаметр диска, а работает она от 18-вольтового аккумулятора, который совместим с огромным количеством других инструментов и садовой техники Makita. Болгарка оснащена бесщеточным двигателем, поэтому энергоэффективность ее должна быть выше, чем у моделей, в которых есть щетки. Это означает, что на одном заряде батареи такая болгарка должна работать дольше, а отдача по мощности также повышается. При этом, ввиду отсутствия трения и нагрева, ресурс двигателя тоже должен быть выше. Переходим к функциям. Из функций у болгарки имеется плавный пуск. Интересным моментом является наличие регулировки оборотов, что не часто встречается в аккумуляторных болгарках. При этом регулировка здесь не простая, а со стабилизацией оборотов. Эта функция у Makita называется ADT. Суть этой функции заключается в том, что каждому из положений на регуляторе оборотов отвечает определенное количество этих оборотов, начиная от 3000 на первой скорости и заканчивая 8500. При нагрузке электроника болгарки автоматически регулирует крутящий момент и количество оборотов для того, чтобы мощность болгарки оставалась стабильной и болгарка уверенно работала на любых, даже самых малых оборотах. Другими словами, болгарку просто так не остановить, что очень актуально при необходимости, например, шлифовать на малых оборотах. Для примера ставим на единицу и попробуем придавить болгарку во время работы. Как видите, она держит обороты и задавить ее не получается. Зачистным диском практически отрезали арматуру, но при этом болгарка не останавливается. Кроме этого, есть система защиты от перегрузки, а также от случайного включения. Шлифмашина оснащена функцией аварийной остановки. В случае, если диск закусывает или надкалывает, происходит автоматическое отключение. Друзья, вот вам пример: сработала защита, откусила диск. Если по каким-то причинам кнопка болгарки осталась включена, при этом вы сняли аккумулятор или он просто разрядился, потом вы забыли отключить кнопку и снова подсоединили аккумулятор, болгарка не запустится. Для этого необходимо ее перезарядить. Кнопка остается включена. Заряжаем аккумулятор. Болгарка не боится работы в грязных условиях. На корпусе есть защитные сетки, которые препятствуют попаданию вовнутрь инструмента крупных частей. Их можно снять, почистить, а затем снова поставить на место. Теперь пару слов про удобство. Многие, кто использует болгарку для отрезных работ, скажут, что такое расположение кнопки является не самым удачным. Здесь я, возможно, согласен, но считаю, что для этой болгарки это не является очень критичным, потому что кнопку не обязательно постоянно держать, ее можно включить, и она имеет функцию фиксации. Далее вы поворачиваете болгарку в удобную вам руку, переставляете так, как вам нравится, и продолжаете работать. При этом для тех, кто все же хочет видеть эту кнопку под большим пальцем, как на правую, так и на левую руку это возможно реализовать, потому что редуктор болгарки имеет симметричные крепления, и его можно повернуть на 90 градусов как влево, так и вправо, адаптировав под удобную для вас руку. При этом расположение именно в данном месте снижает вероятность случайного включения болгарки. На болгарке есть шкала уровня заряда, а также отдельный индикатор, который сигнализирует про срабатывание перегрузки. Шлифмашина удобно сидит в руке, корпус прорезинен,
Дополнительная рукоятка также, кроме того, она виброгасящая. Защитный кожух имеет клипсу для бесключевой фиксации. Пожалуй, про все важные функции я сказал. Если есть что добавить, пишите в комментариях под видео. А дальше давайте переходить к тесту на количество резов. В тесте мы будем резать арматуру диаметром 10 мм, диском 125 мм в диаметре, 1,6 мм толщина. На полном заряде 18-вольтового аккумулятора емкостью 4 ампер-часа. Кстати, пару слов про зарядное устройство. Это одна из топовых зарядок Makita на один слот батареи, модель DC18RC. Батарею на 4 ампер-часа заряжает полностью с нуля примерно за полчаса. При этом во время заряда происходит охлаждение батареи, а процесс зарядки сопровождается визуальной индикацией и звуковыми мелодиями при постановке и снятии батареи с устройства. При каждом новом подсоединении мелодия меняется. Батарея зарядилась. Поехали тестировать. Первый вход в защиту, но она снова включается. Давайте дадим ей буквально, хотя попробуем, давайте сразу попробуем зарезать. Нет, она отключается. Зафиксируем текущий результат, дадим батарее 5 минут отдохнуть и посмотрим, осталась ли в ней еще энергия и сможет ли она немного еще порезать. Друзья, прошло чуть более 5 минут и я думаю, достаточно. Болгарка включается. Давайте посмотрим, дорежет ли она еще немного. Нет, это все, друзья. Что ж, друзья, напишите в комментариях, как вам такой результат Makita DGA 511. А также подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие еще из инструментов Makita вы бы хотели видеть в наших обзорах и тестах инструмента. На сегодня все. До новых встреч.